Красивый шарф за час, который сделает каждый. И понадобится нам для этого 2 мотка пряжи из готовых петель Alize Puffy. Берем нашу нить и разрезаем первую петлю, чтобы остался кончик. Проверяем, чтобы следующая петля крепко держалась. И начинаем мы с цепочки из воздушных петель. Вторую петлю продеваем в первую, затем следующую в ту, что осталось. Так, продеваем одну петлю в другую, чтобы получалась вот такая косичка. И нам нужно сделать цепочку из 10 воздушных петель. Я продела все 10 петель и далее берем косичку и переворачиваем ее. Сзади косички между петлями есть вот такие соединения. В них будем продевать петли для первого ряда. У нас осталась одна открытая продетая петля, и с нее и начнем. Переворачиваем косичку, находим первое вот такое соединение и таким образом продеваем и вытягиваем эту петлю на себя. А дальше уже берем новую петлю с рабочей нити, находим следующее соединение и продеваем, также вытягивая на себя. Всего нам нужно так продеть 10 петель. И вот что должно получиться. Сверху наши петли для первого ряда, а снизу косичка. А дальше мы начнем вязать наш шарф с рисунком. Для этого берем петлю и таким образом перекручиваем ее. Затем берем новую петлю с рабочей нити и продеваем, вытягивая на себя. И дальше повторяем. Берем следующую петлю с первого ряда, перекручиваем ее и продеваем в нее новую петлю с рабочей нити. И так мы провязываем все петли до конца ряда. Последнюю петлю ряда также перекручиваем и продеваем, и далее мы будем вязать поворотными рядами. Берем первую петлю второго ряда и перекручиваем в том же направлении, как перекручивали в первом ряду, и продеваем новую петлю с рабочей нити. И так повторяем до конца ряда. Последнюю крайнюю петлю также перекручиваем и продеваем. И далее продолжаем вязать поворотными рядами, такими скрученными петлями, весь наш шарф. И вот что у нас должно получаться, такой красивый объемный рисунок. Я провязала первый моток, и у меня получился размер 20 на 77 сантиметров. Далее присоединяю второй моток и продолжаю также вязать. На этом примере покажу, как аккуратно и красиво присоединить моток. В конце первого мотка и в начале нового мотка нам нужен такой кончик. Если его нет, то берем петлю и разрезаем ее. Далее берем наши кончики и перекрещиваем. Один конец нити выводим наизнанку, а другой на лицевую сторону. Берем тонкую нить в цвет пряжи и зашиваем. Прохожусь тонкой нитью под первой петлей, затем посередине вместе перекреста и под второй петлей. Кончики, которые у нас остались, если они были слишком длинные, отрезаем и можем продолжать наше вязание. Я довязала второй моток, и в конце у меня осталась одна петля. Я ее разрезала, чтобы остался кончик. И теперь иду в начало ряда с другой стороны и начинаю закрывать петли. Вторую петлю продеваю в первую и таким образом, продевая одну петлю в другую, закрываю все петли. По такому же принципу мы делали начальную косичку. И так у нас в начале и в конце шарфа получится одинаково красивый край. Я закрыла все петли, и у меня осталась одна открытая петля, в нее вывожу кончик. Далее прячу кончик вязания, делаю аккуратный узелок или зашиваю. И вот такой результат. Из двух мотков параметры шарфа получились 20 на 167 сантиметров. Так рисунок выглядит на лицевой стороне, а так на изнанке. Шарф получается красивый, плюшевый и мягкий. А как вам такой результат?